Привет всем участникам Ocean Lava. И на Ocean Lava я уже в 3-й раз. Кто бы мог подумать, что половинка в городе Котор станет для меня какой-то постоянной к посещению. Приехал кораблик, похож на 5-этажку. Приехал получить пакет. Кто-то еще проверяет трассу. Сейчас ехал, видел велосипедистов, кто-то еще едет. Вообще, я вот участвую 3-й год подряд. Вообще, я иногда задумывался раньше, я не понимал, почему люди участвуют 3 года подряд. Зачем? В одной и той же гонке. Вроде бы эмоции получил, хочется, вроде как логично к следующей переходить. Но нет. Если это, всегда соотносишь стоимость участия, дорогу, проживание, эмоции, которые получаешь, и можно на некоторые гонки во много раз ездить. Оказывается. Для меня, так как я живу в Черногории, в 50 минутах от вот этого, почему бы и не участвовать каждый год. Помню, в 2022, получается, нет, в 23-м? 22-м. Я участвовал первый раз здесь, и тогда дистанцию сделал половинку, была вторая эта половинка. За месяц до этого была первая половинка, за 5.08. И потом была здесь половинка за 5.06 или 5.03, что-то такое. Вода была 13 градусов температурой, это жесть. И было довольно-таки тяжеловато, потом на вело вообще сложно было согреться, но получилось в горку согреться и отработать, и в целом-то пробежать, проехать среднее 33 на шосике еще с лежаками. Пробежать по 4.10, проплыть по 2.10, 2.15, пойдет. Вот. В прошлом году я уже сделал дистанцию за 4.32, уже веселее. Плавание за 35 минут, вело что-то 2.25, что-то такое. 36 средний где-то. И бег что-то по 3.50, что-то такое. Вот, 4.32. Что будет в этом году? Не знаю. А мы заходим в крепость Которскую. Столько много народов. Сказали, что на брифинге что перенесут Ocean Lava теперь на октябрь, потому что очень много туристов, сложно перекрывать дороги, сложно в Которе организовывать гонку. Вообще часто гонки отменяют или нет именно по причине трудности организации. Все, вот регистрация. Мендубаев. Dobro. Sve su unutra, ja? Žuta, crna kesa, sve ima, ja? Jest, crna, žuta i crna. Tu su vam, provjerite. Hvala, приятно. Так, все, моментальное получение пакета. И все, и валим. Плюсы и минусы Ocean Lava. Спокойная, тихая вода относительно. В заливе, потому что. Температура, как попадется, видите. Из 3 раз, что я участвовал. Завтра, думаю, тепло будет, 18 градусов, я думаю, будет нормально. В прошлый раз тоже было нормально, где-то 18-19. Один раз сыграла ставочка, было 13. Так пойдет. Что еще? Велосипед, с набором 600 метров такое. Плюс на минус, кому как. Если в целом мы катаем тут каждое воскресенье, поэтому нам привычно. Участки, где разогнаться, есть. Плюс, что местность не открытая, ветер не сильный. Поэтому, я считаю, что в Подгорицу мы ехали, например, там такой ветер, потому что плоскач такой относительно, такой ветер задувает. Тут такого, в принципе, ветра не бывает, как будто бы. То есть он бывает, конечно, роза ветров по-разному. Иногда бывает на покатушках даже ты едешь, и он постоянный ветер какой-то против тебя. И ты еще развернулся потом, и он все равно против тебя. Такое тоже бывает, но не сильно. Поэтому, я думаю, набор не ощущается сильно, хотя по факту по дороге 4 торчка, таких хороших будет. Вот, поэтому увидим. Мое отличие, на чем я планирую сыграть, на том, что буду на ТТ велосипеде уже. К сожалению, с диском не получилось, к сожалению. Я заказал колпаки, но это было решение такое рисковое. Хотел сэкономить, но казах платит дважды. В итоге просто на своих карбоновых колесах поеду, и то, я думаю, мне хорошо будет.
Потому что с таким диском он там отходил, короче, и еще больше риск как-нибудь не так, не знаю, что он отвалится или там задувать него будет. Ну, короче, я не стал рисковать. Благо производитель с Авито, продавец мне вернул деньги за него, потому что, ну, фактически как будто бракованный оказался диск. Вот. Что еще? Ну, бег как обычно. То, что, наверное, получается плюс-минус неплохо. Но плавание, вот неделю назад я делал старт. Не знаю. Пристрелялся, открыл сезон. Было типа сприта Джесси. Сьютра видимости. Неделю назад делал старт типа спринта. 1000 метров плыли, 10 километров ехали. И 4 километра бежали. Ну, я второе место занял, но там по времени так. Ну, так себе. Что-то я показал. Ну, там с горками, правда, было, но все равно. Проплыл не очень. Видимо, какое-то, не знаю, неправильно как-то разложился или готов был. Но вообще с плаванием у меня такие натянутые отношения. Плавать научился не так давно относительно. Да, поэтому сложновато это идет. Я думаю, хотелось бы вообще... Тренер мой по плаванию Александр Варюхин подготовил меня за этот год. Мы год с ним занимаемся. Вот примерно перед Ocean Lab в прошлом году начали. Я тогда-то снял, короче, с прошлого года снял там что-то 8 минут или 10. Ну, короче, вообще хорошо. Я такой, это как сейчас думал, я в этом году собираюсь полный делать. И я подумал, что в параллельной вселенной, если бы меня спрашивали, за сколько полный хочешь сделать, я бы такой, ну, половинка за 4:32, значит, полный за 9 часов 4 минуты, типа. Но это не так работает, к сожалению, все. Ну и вот так же от года к году не так работает. Вообще, может, бывает, что хуже ты делаешь. Ну, то есть, мне кажется, даже в общей статистике, если всех брать, любителей, конечно, как правило, оно хуже. Да, может, даже и не любителей. У тебя от года к году хуже результат может быть. Ну, конечно, понятно, там много факторов играет, но все равно. Так вот, хорошо было проплыть по минут 45, по минут 50. На минут 45 я бы целился, потому что я плавал уже в целом-то по минута 40, я плавал в бассейне. Вот на неделе делал тест 2 по 500 метров по минут 40 без гидрика. В гидрике делал 9 по 350 или по 315 метров там. По минута 40 тоже. Ну, я выплывал фактически там из минут 40. Короче, к тому, что в целом форма, как будто бы реально это по форме моей. Но на открытой воде происходит какая-то хрень. То ли напряг сильный, то ли я воду неправильно гребу под себя именно на открытой воде. Ориентируюсь, то ли страх меня сковывает из-за того, что я чуть не утонул, да? Травмы какие-то. И все получается немножко как будто бы не так, как хотелось бы. Вот. Ну, будем посмотреть. Ovo je moja kamera sad. A, izvini. Evo ja ću moj pomoći. Mogu li? Да, hvala. Izvoli. Так вот, в этом году на бескамерках я рилсы делал даже на тестовых заездах. Конечно, бескамерка это вещь. Еще интереснее, что кроме бескамерок у меня есть это. Видите, как против солнца кокпит. Бешеный кокпит. Распечатан на 3D принтере. Сейчас посмотрим, разрешат мне с ним или нет. Вот так это выглядит. Спереди страшно. Сверху страшно. Спереди не знаю. Но может аэродинамично. Возможно. Короче, ну не знаю, будет тест. Хотя я нифига не пойму, скорее всего. Чтобы вам не говорить против солнца, поставим камеру вот так. И наклеим или сделаем то, что нужно. Еще пить хочется. Бросьте здесь. Я видел какую-то баночку холодненькую. О, Energy. Не, Energy сейчас нельзя. В коем случае. Вообще, в эти дни нужно очень осторожно. С такими Energy, с кофе. Вообще нужно очень-очень осторожно. Все, что мне сейчас надо, это велосипедная. Вот, байк-сит пост. Ну все, этого достаточно. Кстати, что в наборе-то? Так вот, вот этот вот энергетик.
Стрёмный какой-то, называется Хайп. Мне не нравится название. Футболка. Сама сумка, как в прошлый год. Ну, такая. Шапочка. Пакеты. Все. Вообще все. Вообще очень. Ну, тапочки еще. И все. Вообще больше ничего. Даже батончика какого-нибудь этого стрёмного не положили. Ну, такое. Как бы. Не знаю, почему, в чем сложность спонсоров подтянуть. Так, ну что, все, пошли ставить вел. Димодарю. О! Казахский триатлет! Здравствуйте! Привет. Вы тоже казахский триатлет? Нет, мы молдавский триатлет. Молдавский? Прикольно. Да. Из Кишинева? Да. Приехали, Вот молодцы. да. Прикольно. А я вот вчера вот смотрел такой же велосипед, хочу купить у товарища. Один в один. Бара-бара. Да, я видел, отверстие видел. Туда подходит профиль дизайна, я видел, да. Прикольно. Да, и все, у тебя два велосипеда в одном. Если это понимаешь? Че, как велосипед нравится в целом? Да, конечно. Он же вообще, ну, на нем же гоняют в натуре, вообще прям Да, конечно. кайфовый. Это та Сколько Аэробара. метров драфтинг? 10. 10? Вы будете пробовать? Работать? Драфтить? В паре работать будете? Нет, а мы же выплывем по разным. Что, вы давно уже занимаетесь? Сколько лет? По сколько лет? По 6? 6, я 3. Это нормально. Ну, мы были уже в Турции, в Венеции, Ага, прикольно. в Румынии. В Сибири, серьезно. За мене сад full check, yeah? Show pants, show everything. Блин, очень мало места. Вообще, как вот сюда велосипед? Как ставить велосипед? Короче, очень плохо, очень узко, что-то очень мало места. Ну вот человек еще, он еще шлем поставил. Он его пристегнул, он его даже не пристегнул, что ли? А, нет, он его пристегнул. Ладно. Окей. Ну, короче, вот смогут забить. Хрен знаю, в прошлом году как-то, по-моему, более как-то тактичный велосипед стоял. Отлично. Но все шлемы разместили сюда почему-то. Но я что-то думаю в пакете, потому что так он, ну, уронят же, ехать. Ну все, что тут скажешь? У кого-то бутылочка уже стоит. А кто-то вот так наклеил, разве так можно вообще? Интересно. Ну, шлем так сложить, это смело. Это очень смело. Это не просто смело, это, сами понимаете, вот тоже очень смело. Такое место не козырное. Короче, пакеты кто-то повешал уже, но я думаю, утром все будет вешать. С плавания вот так забегаем, хватаем пакет, бежим. Очень много приехало ребят. Вот с ребятами общалась сейчас из Молдавии. Кто-то еще едет проверять, кататься на велике, или там он поехал куда может быть, домой. Хорватия, УК. Это первый торчок, первая горка, на которой я согревался. Вот. Такая она. Вон, видишь, он сразу за эти взялся. Приехали. Ставим пакеты в транзитку. Мой чемпион Денис забыл чип. Ездили за чипом. Да, спасибо, Рустам. Я ему говорю, он мне обязан теперь по жизни за это. Думал его бросить там, не ехать. Так, все, велик вроде готов. Бутылочки, велокомп. Все, накачал. Все вроде четенько, туфельки. Все, идем. Вешать пакеты, переодеваться. Еще нужно покакать. Успейте как-нибудь. Рассказываю вам о том, как прошла дистанция. Уже вчера закончилась гонка. Давайте по порядку, наверное. Как все пошло, да? Вообще видео заканчивается на том, что я собрался сходить сделать важные дела. И примерно за 15 минут старта их получилось сделать. И тогда я понял, победа
почти что в кармане, почти что. Быстрее добежал до воды, там уже все поплавали уже практически, да, я успел окунуться в воду, почувствовал, что вода очень холодная. Оказывается, на брифинге говорили, что местами действительно может быть температура и 13 градусов, но она была где-то, наверное, ну, по часам показывает 15 ориентировочно, да. То есть в целом воду в среднем показывает 18 с местами там 13, 14, 15 градусов, я уверен. Потому что почему? Потому что я помню ощущение, когда обжигает лицо. То есть ты плывешь, хоть у меня и гидрокостюм как бы, ну, безрукавный, то это... Рукам-то норм на самом деле, как бы я отличия не особо ощущаю от гидрокостюма другого, но он небольшой был, оказывается, я имею в виду с длинным рукавом. Все, я успел окунуться, старт, встал слева чуть-чуть, да, примерно за 5 секунд до старта вышел вперед, чтобы не толкаться с самого начала, и все, старт, поплыл. Была толкотня немножко, кто-то сзади пытался залезть, сбоку прилипал, пришлось локтями поработать, немножко на это отвлекался, поэтому первый участок, может быть, отработать, спринтануть не очень получилось. Но на самом деле, там тоже сейчас один коллега писал, Серега, что для того, чтобы спринтануть качественно, нужно вообще там по минут 15. То есть смочь метров 200-300, ну, дать. Минут 15, минут 20, потому что, ну, много кто хорошо плывет. Я потому что со своими там, со своим темпом вылез в 88-й, ну, то есть это что смеяться. Короче, не получилось у меня ментально как-то качественно поработать. В целом я вроде бы работал, догребал до конца, в чем раньше была проблема, да, и на Мовиде, и слишком не чистил, старался технично плыть. Пульс был местами что-то 155. Наверное, на этот пульс получился темп примерно минуты 55, что-то минуты 53, вот что-то такое, минуты 52. По таймингу, по официальному показывает минут 48. В прошлом году по таймингу официальному было минут 52. То есть на 5 секунд темп улучшился. На 4 секунды даже улучшился, да, темп по сравнению за год. Но я уверен, там с расстояниями разбег большой. Почему? Потому что в прошлом году я по одной траектории поплыл, сейчас хуже. Короче, от этого очень сильно зависит. Потому что сама дистанция как будто бы чуть-чуть даже меньше, мне кажется. Вот. Потому что много у кого, кто я видел, что проплыл, ну, как бы хорошо по траектории, и у них там 1800 получалось. Хотя, может быть, я ошибаюсь, да. Короче, доплыл, выскочил довольно свежим. Средний пульс получился 153, что немного. Я подозреваю, что можно было лучше отработать, на самом деле, на плавании. Если подобраться, средний пульс был бы 160, там, 163 хотя бы, да, то тогда бы, возможно, получилось бы изобразить там минут 45 примерно. Хотя по официальному таймингу точно. Но тут уже я чисто вот этим местом не смог отработать качественно. Просто пока что резюмируем так, что в бассейне я научился воспроизводить качественные скорости, да, по минуту 40 там плыть. На открытой воде пока не могу. Ну, вот это вот здесь вот чисто. Вообще история распространенная, оказывается. Ну, то есть, поэтому, тем не менее, все равно я своему тренеру Саше Варюхину благодарен. И вот я сегодня переписывался со знакомым атлетом тоже. Точно есть понимание, что до минуты 40 мы дойдем. Просто чуть-чуть нужно разобраться еще в некоторых деталях. Вот и все. Дальше, значит, что с транзиткой дальше? Все, выбежал, прикладываю видео, да, добежал, сел на велик, ну, думаю, сейчас мочить будем. Погода была идеальная. То есть было примерно 17-18 градусов. Представьте, выплыл за 30 минут, в 7 утра был старт, в 7:30 мы стартуем, еще горы. То есть солнце физически не могло быть постоянно, так его еще и закрывали облачка. Ну, что можно придумать еще идеальнее? Поэтому было вообще классно в этом плане. Я сел, поехал. Цель была держать примерно 250 ватт. У меня даже пульса не было, если честно. У меня нагрудного нет датчика, потому что я ношу Polar Sense. Как-то не стал я его, надевать, решил время не тратить на это. На часах был, можно было посмотреть, но я, честно, взглянул только на беге на пульс свой. Потому что я понимал ватты, и у меня ватты показывали, ну, я знал, что мне 250 примерно выкрутить нужно. Ну, а что там толку? Пульс не всегда он отображает ту картинку, которую нужно. Вот, поэтому стремился, чтобы у меня на велокомпе было показано, средние ватты за, дистанцию, да, и я пытался поддерживать. Я видел среднюю скорость. На первых, 30-40 километров в целом около 39 была средняя скорость, что хорошо, да. Как начались горочки чуть-чуть, уже скорость посмазывалась, 38, ну, и она плавала вот так вот, 38-39, и в итоге под конец еще, видимо,
силы меньше стали, и получилось где-то 38. Первые 30 километров за мной сел эстафетчик с вот такими ногами, там огромно на видео видно. На мои приглашения выйти поработать даже легальную смену, то есть они-то сидели вообще рядом, очень, очень близко, я вообще не понимаю, как, я им говорю, типа, все, типа, уходите, вообще, как об стенку горох. Вот. Но это совсем уже, как бы, ну, нагло, я считаю. Потом только километров после 30-40 их разогнали мотоциклисты и судьи. Вот. Но 30 километров если отсидеться, это, конечно, там на ТТ на такой скорости так засасывает, вы не представляете просто, не знаю, или представляете, конечно же. Вы же уже опытные все. Вот. Короче, всю дорогу ехал один, я попал в кластер, видимо. Ну, дальше были лидеры, которые едут под 40. Я на 38, да, со своими, и там 36-37 уже были большие пачки. Ну, контролировать их довольно тяжело, дорога непросматриваемая, то есть мотоцикл слышно. Опять же, мотоцикл слишком быстро не может ехать, потому что дорога, как правило, занята, то есть она довольно узкая. Если два велосипедиста едут, да, или 3-4, то есть все уже, то есть, ну и тоже люди, я так понял, разбалованы тем, что коммерческие старты контроль не очень сильный, поэтому так. Вот. Я сделал грамотное решение очень. Бутылку спереди поставил одну, в которую... То есть одна спереди была на 950 мл, а одна сзади на 950. В переднюю я бахнул 200 грамм мальтодекстрина, в заднюю 50. Изотоник и туда по ложечке. Переднюю всю съел, короче. За 2 часа 20 минут я съел переднюю, и плюс я съел наполовине гель Sys Beta Fuel на Tropics. Очень мне зашел гель, вообще понравился, я в восторге. Он мне прям взбодрил меня мягко так, и он в целом воспринялся очень хорошо организм. Я и до этого пробовал, конечно. Вот. Второй такой гель я съел еще на беге. Ну, то есть, получается, с перерывом в час где-то или даже больше я съел их 2, и как бы нормально вообще все. То есть, это не такие какие-то жесткие пинающие гели, которых 2 подряд лучше не есть. Поэтому тут все вообще хорошо зашло. Ну все, доехал, я уже видел, что скорость 38 средняя получилась, да, там 38, 37,9, что-то такое вот. Ну и в целом-то жаль, конечно, что не хватило до 40. Почему, я думаю, ну в целом как будто бы сил не хватило. Во-вторых, что-то с шлемом я был как будто не очень аэродинамичный. Я иногда замечал, что у меня как будто бы карман был, как будто бы я голову прижимал не очень правильно. Хотя нужно отдать должное на этом велосипеде, спасибо им большое, и посадки, которую я себе сам попробовал сообразить, да. Всю дорогу, ну, значительную часть времени, ну, мне кажется, 90% я проехал лежа. Это плюс. Но иначе бы 38 не получилось бы, честно, при таких ваттах, потому что ватт немного. При моем весе 76 килограмм, да, то есть это даже 4 нет, ну, то есть это что смеяться-то. Вот, поэтому очень хороший результат, я считаю. Диска не хватало. Диска не получилось, диска не хватало, это чувствовалось. Вот он мне дал бы, может быть, вперед выше профиль, да, диск, и, может быть, там 39 получилось бы, или 40 даже. Но, если честно, на 500-600 метров набора, что-то 40, это нужно давить прям очень хорошо. Ну, хотя у первого средняя 42 км в час, как он едет, я вообще не понимаю. Но у него, он про-атлет, у него и аэродинамика хорошая, он, ну, как бы, ну, другой уровень там, короче, другая лига, наверное. Для меня в целом неплохо. За год плюс 2 км в час в среднем, ну, неплохо. Получается, в прошлом году было 2,28, это, ну, примерно 8 минут я скинул, получается. Да, 8-9 минут. Чисто на велике пойдет. Дальше, выходя на бег уже, я взял с собой как про-атлет пакетик, в который сложил очки, повязку, гели. Надел кроссовки вот эти вот. Принял решение, что побегу в маях, надел резиночки. Вообще классно, я очень доволен ими, очень мягкие, они как-то, они и легкие довольно, и мягкие, как-то они вот лучше, чем Адизера довольно грубые были. Я прям доволен ими, короче, прям рекомендую. Они за счет того, что внутри вот мягкие, нет ничего там острого и натирающего, в отличие от Адизера, они прям очень хорошо, ну, короче, отработали, я прям доволен, хотя в них пробегая, в них московский полумарафон бегал, о, смотрите, нифига, я вот сейчас только заметил, что у меня вот здесь вот уже протерто, короче, уже все. Ну, в них, по-моему, больше, чем 1500. Ну, серьезно. То есть, если бы они были еще и свеженькие, то представьте, что это... Что могло бы быть? Ну, и стерто они, интересно, конечно. Прикольно. Вот. В общем-то, на бег вышел, начал по 3:40. Довольно неплохо по ощущениям было.
Потом свалился на 3,45. Съел, получается, за весь бег я 2 геля. Один сисбитафуил, в нем 40 грамм углеводов, напомню, да, и наотропикс такой же, тоже 40, получается 80. Но я понимал, что я на веле перебрал, если честно, чуть-чуть. Там получилось даже сколько? Ну, там глотка не хватило, ну, 180, может. Короче, 220 получилось. Ну, перебрал я потому что это чуть больше, чем мне нужно было. Я вот чувствовал, что горлышко вот оно вот чуть-чуть полное. Но плюс в том, что я по углям всегда в запасе был, это кайф. Ну, то есть это ощущается хорошо в том плане, что ты чувствуешь, что энергия есть, ты можешь на чем-то работать. Иначе я не бежал бы так. Вот. Ну, пробежал по 3,45. Думал, доберу на самом деле кого-нибудь. Но что-то, если честно, там топ-10, что-то они так бегут хорошо все. Ну, я кого смог, конечно, добрал. Но даже мои 3,45, там, у меня бег-то не лучший. Там у кого-то там по 3,40. По 3,40 бег, вообще. Ну, там, этот, Джошуа Мейки, короче, немец, очень хороший, молодец прям. Ну, там за 4,10 вообще, да, то есть. Итого я 11-й. По бегу, короче, вышел средний темп 3,45, 3,46, вот так вот. Пульс примерно я поглядывал, он там 165, 167, вот так вот был. В целом, мой рабочий, может, можно было добавить, но я почувствовал, что под конец уже как будто бы сигналы даже были, что вот подсведет скоро, но я увеличивал каденс, расслаблялся, и эта проблема решалась. Вот. Но поговорил с тренером, говорит, на полной дистанции может такое не прокатить. Да. Можно на вело этим наесться, да, и потом все. Вот такие дела. Поэтому выводы получилось. Итог мы имеем 4.19.50, да, или 4.19.54 даже, что такое. 4.19.50, по-моему. По сравнению с прошлым годом, получается, в 23-м это было 5.06, 5.08, да, что такое. В прошлом году 4.32, сейчас 4.19. Ну, неплохо, считаю, прогресс есть определенный. Значительный на вело, конечно. Вообще такое ощущение, если честно, что проплыл я чуть лучше. Хотя на самом деле я по ощущениям мне легче было сейчас плыть гораздо. Не было паники, которая вначале у меня всегда присутствовала. Это и пульс там до 180 подскакивал на старте плавания. Тут не было такого абсолютно. До 170 мы добрались, конечно, но норм, короче, вообще. Потому что на отрезках я 173 там больше плаваю. Мой обтекатель на 3D принтере гениальный. Работал классно, мне понравилось. Ну, как понравилось. Я это особо не чувствовал, но мне кажется, он свою роль сыграл. Какую-то, да, нескольких ватт, мне кажется. Поэтому я сидел довольно, агрессивно. Фотки приложу, можно будет посмотреть. Меня в целом устроила эта схема. Что лучше можешь сделать, наверное, работать над аэро, конечно же. Думать, как сидеть еще аэродинамичнее, да, может быть шлем, может быть еще что-то. Ну, мощу надо в ногах, конечно же, тоже, да. Ну, что, тренироваться надо, и все получится. Ну, колеса, конечно, решают, на самом деле. Колеса, они более значимы, чем рама даже. Вот, поэтому это важно. Диск тут нужен. В целом-то и все. Ocean Lava вообще классный старт, очень красивый, очень комфортный. Я не знаю, может в следующем году еще раз буду участвовать, хотя его говорят, что будет в октябре теперь. Спасибо всем за внимание. Приходите тренироваться. На связи. Буду рад комментам, задавайте вопросы. Всем пока-пока.